10 деталей фильма «Матрица», которые незаметны при первом просмотре. Вероятно, нет такого человека, который не смотрел бы хоть раз в своей жизни фильм «Матрица». Братья, сегодня уже сестры, Вачовски вложили в свое творение мелочи и секреты, которые зрители раскрывали во время повторного просмотра. А некоторые до сих пор про эти интересные детали не знают. Давайте мы вам про них расскажем и разберем их ближе. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. «Матрица» стала одним из самых лучших блокбастеров, который предлагал своему зрителю постоянную охоту за удивительными отсылками, неожиданными поворотами и пасхальными яйцами. Первая часть «Матрицы» вышла в далеком 1999 году и до сих пор остается почетным знаменосцем мирового кинематографа. Даже несмотря на то, что сиквелы кажутся многим в некоторой степени противоречивыми. Первая часть заслуженно считается умным и грамотно выстроенным фильмом, который удивительным образом сочетает в себе обилие невероятных экшн-сцен и массу удивительных загадок-открытий. Ну что ж, начнем. Вопросы? Арка Нео легко разбивается на две половины. По итогу, конечно же, он становится тем самым избранным, который спасает Морфеуса и начинает борьбу человеческой расы против своих маниакальных повелителей. Однако в первой части роль Нео — это извлечение экспозиции из других главных персонажей с целью дать зрителю представление, кто есть кто и что вообще в этом фильме делает. Сделано это было по просьбе самой студии, у которой было достаточно обоснованное беспокойство, что зрители просто не поймут сюжет. Только за первые 45 минут фильма Нео задал 44 вопроса. То есть он о чем-то спрашивал почти раз в минуту. Пьяный бокс. Одним из самых умных, грамотных и неожиданных пасхальных яиц является ускоренное обучение Нео рукопашному бою. Пока он спокойно и расслабленно сидит в кресле, загружая знания и мышечную память прямо в мозг, на экране мелькают несколько разных боевых стилей, в том числе и стиль под названием «Пьяный бокс». Это дань уважения к хореографу фильма. Юань Хэпин – это человек, который также прославился работой хореографом в фильме Джеки Чана «Пьяный мастер», где главный персонаж намеревался изучить стиль боевых искусств Сичуань или же в простонародье «Пьяный бокс». Следующее интересное наблюдение. Нео почти не бьет ногами. Несмотря на долгие и напряженные месяцы физической подготовки, Киану Ривз приступил к съемкам фильма после тяжелой операции на шее. Об этом стоит помнить и зауважать актера еще больше. Киану смог выучить достаточно большое количество хореографических движений, при этом были и некоторые ограничения, в том числе и на работу ногами. Конечно, это потребовало некоторых изменений в фильме, и в итоге Нео использует гораздо меньше ударов ногами, чем другие персонажи. Но жизненно важная причина этому есть, и вы это теперь знаете. Очередная интересная деталь. Это 11 сентября 2001 года. Все мы помним трагедию башен-близнецов. И смотрите, какое интересное наблюдение. В первых сценах фильма Нео вызывают на допрос агенты, которые хотят схватить Морфеуса. Нео объявляют, что он виновен практически во всех компьютерных преступлениях, и кадр на секунду показывает паспорт Нео. А теперь внимание! Срок действия паспорта заканчивается 11 сентября 2001 года. Напомним, что сам фильм вышел в 1999 году. Невероятное совпадение, которое в свое время породило огромное число теорий. Идем дальше. Метакортекс. Кроме того, что это просто идеальное название для компании по разработке программного обеспечения на рубеже тысячелетий, Метакортекс в то же время умное и оригинальное предзнаменование для остальной части фильма. Сейчас поясним. Первая часть названия компании, мета, означает трансцендирование, а кортекс относится непосредственно к мозгу. Таким образом, Нео, который вот-вот выйдет за пределы собственного мозга, работает в компании, чье название именно это и означает. Дальше, больше. Симулякры и симуляция. Еще перед началом кастинга создатели фильма решили, что каждый из главных актеров полностью должен понять рассказываемую историю. Вачовски требовали, чтобы актеры в обязательном порядке прочитали 3 книги. «Симулякры и симуляция» Жан Бодрияр. Неизбежно Кевин Келли. Введение в эволюционную психологию Дилан Эванс. При этом эти книги они должны были прочитать до того, как получат сценарий. Небольшую дань этому требованию можно увидеть в фильме, когда Нео прячет экземпляр «Симулякры и симуляции». Печенье. Когда дело доходит до просмотра веб-страниц, вы так или иначе сталкиваетесь с файлами куки. Скорее всего, вас уже много раз просили дать на них согласие, но признайтесь, что не все до конца понимают, для чего они на самом деле нужны. Если коротко, то это небольшая часть важной информации, отправленной веб-сайтом и сохраненная браузером для дальнейшего использования.
В одной из сцен Пифия, вручающая Нео печенье после того, как она сообщила ему о грустном конце Морфеуса. Невероятно тонкий способ объяснить эту сцену. Это очень тонкий момент. Она дала Нео маленький кусочек важной информации и в буквальном смысле дала печенье. Далее. У меня нет рта, но я должен кричать. Наряду с такими очевидными примерами, как «Алиса в стране чудес» или «Затерянный город», Вачовски черпали вдохновение из научно-фантастического рассказа Харлана Эллисона «У меня нет рта, но я должен кричать». В книге очень подробно рассказывается, как искусственный интеллект захватывает мир и уничтожает практически все человечество за исключением нескольких выживших, которых он держит под землей. Кроме очевидных сравнений, которые можно провести с общей темой «Матрицы», фильм буквально изображает Нео человеком, у которого нет рта, но который пытается кричать. А теперь один из самых запомнившихся зрителям моментов – красный или синий. Выбор между красной или синей таблеткой определяет всю историю «Матрицы». Получив на выбор две разноцветные таблетки, Томас Андерсон вынужден принять одно из самых глубоких и важных решений не только в своей жизни, но и в истории человечества. Мол, продолжайте и дальше мечтать или познайте настоящие ужасы реального мира. Однако на самом деле это решение очень тонко показано нам в фильме еще до этого. При получении от Морфеуса мобильного телефона, Андерсону вручают для подписи бланк и ручку, которая позволяет писать либо красными, либо синими чернилами. И уже тогда, в тот момент, еще не готовый проснуться, Андерсон выбирает синий цвет. Ну и напоследок, последняя деталь, это последняя сцена. В последней сцене, пробудившись наконец от сна внутри матрицы, Нео встречает гнетущую реальность внешнего мира. Абсолютно безволосый, покрытый слизью и в доску перепуганный, он сталкивается с машиной, которая отключает его от капсулы и смывает из системы. В этих сценах Киану Ривз выглядит гораздо худее, поскольку реальность его заключения должна резко контрастировать с красивым, элегантным, обаятельным, очаровательным и здоровым мужчиной, которого мы видели раньше. На самом деле эту сцену снимали через несколько месяцев после завершения основной съемки для того, чтобы Киану сбросил вес и мускулатуру, которую набирал для остальной части фильма. Эти детали фильма, согласитесь, достаточно интересны. Поддержите наш канал лайком и подпиской, оставьте пару комментариев, ну а мы, конечно же, не прощаемся. До скорых встреч. Пока-пока.